Маленький медвежонок, которому было всего около 10 недель, изо всех сил пробирался через сухой камыш, не разбирая дороги. Позади него по склону оврага двигалась стая голодных волков. Они заметили детеныша возле лесной опушки и теперь не собирались отступать. Медвежонок спотыкался, цеплялся лапами за корни и жалобно поскуливал, но страх заставлял его двигаться дальше. Впереди показалась старая сосна, выросшая прямо на краю каменистого обрыва. Для взрослого медведя она была бы слишком тонкой, но для маленького зверя это оказался единственный шанс. Медвежонок резко свернул к дереву, поднялся на задние лапы и попытался забраться по стволу. Когти несколько раз соскользнули с грубой коры, однако он продолжал цепляться и медленно полз вверх. Волки уже окружили сосну. Они бегали вокруг ствола, поднимали головы и нервно щелкали зубами, ожидая, когда детеныш сорвется. Медвежонок забрался на низкую толстую ветку и прижался к стволу. Его маленькое тело дрожало, дыхание было частым и тяжелым. Через несколько минут вся стая легла в траве, не сводя глаз с добычи. Время тянулось медленно. Солнце поднялось выше, камни нагрелись, а воздух над лесной поляной задрожал от жары. Волки время от времени вставали, обходили дерево и снова возвращались на свои места. Медвежонок почти не двигался, потому что боялся привлечь их внимание. Он несколько раз тихо позвал мать, но в ответ услышал лишь далекий шум ветра и потрескивание сухих веток. Постепенно волки потеряли терпение. Один ушел к ручью, другой направился в сторону леса, а остальные еще немного подождали и исчезли среди кустов. Но опасность для медвежонка не закончилась. Он слишком боялся спускаться. Его лапы затекли, когти устали, а голова становилась тяжелой от жажды. Он несколько раз тихо позвал мать, но вокруг по-прежнему было пусто. Прошло еще много времени, прежде чем он решился опустить одну лапу ниже, затем еще на одну. В конце концов он ухватился передними лапами за ветку и тяжело опустился. После этого медвежонок бросился в густой кустарник и спрятался под поваленным стволом. Через некоторое время его обнаружил сотрудник природного резервата. Молодого инспектора звали Марк. Во время утреннего объезда он заметил следы волков и решил проверить старую лесную дорогу, которая проходила неподалеку. В траве он увидел маленький силуэт и сразу остановил машину. Медвежонок выглядел истощенным, сильно обезвоженным, а на боку у него была небольшая царапина. Марк не стал приближаться резко. Он связался с ветеринарной группой, а затем вместе с коллегой осторожно перенес детеныша в переноску. В реабилитационном центре медвежонка осмотрела ветеринар Елена. Серьезных повреждений она не обнаружила, но малыш был очень слабым. Ему дали воду небольшими порциями, обработали царапину и оставили в теплом, спокойном помещении. Первые сутки медвежонок почти не двигался. Он только иногда поднимал голову и прислушивался к каждому звуку. На третий день его состояние заметно улучшилось. Он начал самостоятельно есть, играть с деревянными предметами и осторожно исследовать вольер. Марк часто приходил проверить его состояние. Постепенно медвежонок перестал прятаться при виде людей и начал спокойно подходить к ограде. Сотрудники назвали его Бруно, хотя все понимали, что долго оставаться рядом с людьми ему нельзя. Их целью было не приручить зверя, а вернуть его в природу. Когда ветеринары убедились, что он способен самостоятельно добывать пищу и избегать опасности, для него выбрали удаленный участок хвойного леса, далеко от дорог и туристических маршрутов. В один прохладный осенний день Марк отвез переноску к краю большого лесного массива. Он открыл дверцу и отошел назад. Бруно долго стоял внутри, принюхивался, затем медленно вышел. Он сделал несколько шагов, обернулся и посмотрел на человека, который когда-то помог ему выжить. После этого медвежонок исчез среди елей.
Спустя годы Марк отправился в дальнюю часть резервата, где после сильного дождя произошел небольшой камнепад. Склон оказался гораздо опаснее, чем казалось издалека. Под ногой инспектора осыпались мелкие камни, он потерял равновесие и упал в узкую каменную ложбину. Одна нога застряла между двумя тяжелыми валунами. Рация при падении вылетела из руки и скользнула в глубокую расщелину. До ближайшей дороги было далеко, телефон не ловил сеть, а самостоятельно выбраться он не мог. Уже начинало темнеть, когда на верхней части склона появились два медведя. Один из них подошел ближе и остановился. Большой молодой медведь внимательно посмотрел вниз, принюхался и неожиданно начал громко рычать. Марк всмотрелся в его морду и заметил знакомую светлую отметину возле уха. Он сразу вспомнил Бруно. Это действительно был тот самый медвежонок, которого он когда-то нашел возле старого дерева. Теперь перед ним стоял почти взрослый зверь. Он продолжал издавать громкие звуки, снова и снова поднимая голову к лесу. Через некоторое время с далекой тропы донесся звук двигателя. Работники резервата услышали необычное рычание и решили проверить место. Они быстро нашли следы медведей, а затем обнаружили Марка между валунами. Спасатели освободили его и помогли добраться до машины. Когда Марк уже сидел внутри, он посмотрел на склон. Два медведя все еще стояли наверху. Бруно не сделал ничего, что можно было бы назвать человеческой благодарностью, но именно его настойчивый голос помог людям обратить внимание на то место. В дикой природе животные не думают так, как люди, и нельзя точно знать, почему Бруно остался рядом с ущельем и почему начал подавать голос. Возможно, он просто узнал знакомый запах. Возможно, его насторожило присутствие человека в опасном месте. Но для Марка это уже не имело большого значения. Когда-то маленький медвежонок цеплялся когтями за старую сосну, пытаясь спастись от волков. Тогда случайная встреча с человеком подарила ему второй шанс. Спустя годы уже взрослый зверь оказался рядом в тот момент, когда помощь понадобилась самому человеку. Иногда природа не возвращает добро так, как ожидают люди, но память о встречах все равно может проявляться самым неожиданным образом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.